Привет. Привет, поклонники Ким Тэ-хёна. Остановитесь, не пролистывайте, не уходите прямо сейчас. Потому что то, что вы увидите сегодня, это не просто кей-поп новости, не пустые комплименты и не контент, который вы сможете найти на любом другом канале. В этом видео мы раскроем факты, данные и скрытую сторону Ким Тэ-хёна, которая взбудоражила глобальную индустрию, разделила мнения и даже накалила обстановку. Здесь есть детали, которые вас шокируют, моменты, которые затронут ваши эмоции, и одна часть, которая почти наверняка заставит вас написать комментарий. Поэтому обязательно досмотрите видео до конца, потому что, пропустив хотя бы одну секунду, вы рискуете упустить самую важную часть этой истории. И прежде чем мы продолжим, если вы настоящий поклонник Ким Тэ-хёна, напишите свое мнение в комментариях. Подпишитесь на канал BTS Army, включите колокольчик уведомлений, чтобы не пропустить новости, факты и другие феноменальные моменты, связанные с Ким Тэ-хёном. Если вы готовы, давайте начнем прямо сейчас. Представьте эту зиму, чашку горячего кофе и один момент, который в одночасье изменил направление многомиллионной индустрии. Это не слухи и не дешевая сенсация. Это декабрь 2020 года. И то, что произошло после появления Ким Тэ-хёна в рекламе Coffee Compose, заставило многие другие бренды замолчать. Одна сцена, одна фраза — глобальный взрыв в уютном кафе с мягким золотистым освещением. Ким Тэ-хён появляется в элегантном черном костюме. Ничего лишнего, ничего кричащего, но его невозможно игнорировать на экране. Он говорит: «Здравствуйте, любители Compose! Наступил сверкающий конец года. И в такой радостный и теплый день, как насчет того, чтобы разделить со мной чашку теплого и успокаивающего напитка в Compose? Я искренне надеюсь, что время, проведенное с вашими близкими, станет еще теплее и приятнее». Простые слова, мягкий тон, но эффект потрясающий. Он всколыхнул индустрию F&B в Корее и по всей Азии. И именно здесь история становится несправедливой отношению к другим брендам. Почему эта реклама вызвала раздражение у людей? Честно говоря, зрители злились не потому, что реклама была плохой. Они злились потому, что она была слишком сильной, слишком эмоциональной, слишком личной и слишком точной. Маркетинговые психологи называют это эффектом эмоциональной привязки, когда чувство тепла, ностальгии и безопасности напрямую связывается с брендом. А Ким Тэ-хён — самая дорогая эмоциональная фигура в мире развлечений на сегодняшний день. Что произошло после выхода рекламы? Согласно отчетам розничной индустрии Южной Кореи и F&B, в четвертом квартале 2025 года посещаемость кофеин Compose Cafe выросла на 38,52% в первые 14 дней после выхода рекламы. Продажи сезонных зимних напитков выросли более чем на 60%, особенно горячие латте, фирменные зимние бленды и сладкий молочный кофе, которые стали вирусными после того, как фанаты назвали их напитками Тэ-хёна. И самое поразительное, некоторые филиалы в Сеуле, Пусане и Инчоне сообщали о полном распродаже еще до 18:00. И это происходило в разгар снежного сезона, когда люди обычно сокращают свою мобильность. Прибыльные цифры, которые заставили индустрию замолчать без использования чрезмерной спекуляции. Согласно данным корейских розничных аналитиков, Compose Cafe зафиксировала дополнительный доход в десятки миллиардов вон только за один зимний квартал 2025 года. ROI компании с Ким Тэ-хёном оценивался более чем в 3-4 раза выше, чем у предыдущих компаний с участием знаменитостей. Расходы на продвижение окупились менее чем за 30 дней, чрезвычайно редкое явление в индустрии F&B и крайне болезненное для конкурентов. И эффект не исчез после окончания рекламы, потому что фанаты приходили не просто за кофе, они приходили за ощущением момента. Ким Тэ-хён в Compose Cafe был выбран не случайно.
Обратите внимание на детали. Выразительный зрительный контакт создает ощущение присутствия, слегка наклонная поза создает ощущение приближения, а не продажи. Теплый фон кафе вызывает чувство безопасности, уюта и близости. Это не реклама, это эмоциональное приглашение, а человеческий мозг не способен отказаться от такого приглашения. Почему и фанаты, и не фанаты оказались в ловушке? Вот часть, которая делает многих неуютной. Даже те, кто говорил «я не фанат BTS», все равно шли в Compose, все равно заказывали напиток, все равно фотографировали чашку кофе. Потому что Ким Тэ-хьон продает не айдола, он продает чувство быть человеком зимой. А это не знает границ фандома, это чувствуют все. Декабрь 2025 года – месяц, когда одна рекламная кампания превзошла десятки брендов. Многие крупные компании тратили больше бюджета, привлекали больше знаменитостей, использовали больше трюков, но ни одна из них не добилась этого результата. Очереди под снегом, всплеск доманда всех возрастных групп, эмоциональный эффект, обсуждаемый в глобальных социальных сетях. Compose Cafe и Ким Тэ-хьон сделали это все без криков, и именно поэтому результат оказался выдающимся. Вопрос, который разделил общество. Теперь я хочу спросить вас и прошу ответить честно в комментариях. Это сила Ким Тэ-хьона или провал других брендов в понимании человеческой психологии? Потому что если один человек может превратить кофе в символ глобального тепла, то это уже не реклама, это влияние. Декабрь 2025 года будут помнить не из-за холода, а из-за одного мягкого голоса в уютном кафе. Как насчет того, чтобы разделить чашку теплого напитка вместе? И мир последовал за ним. Теперь ваша очередь. Вы уже пробовали Compose Cafe после просмотра этой рекламы? Или вас задело, насколько сильным оказалось влияние Ким Тэ-хьона? Фанаты Тэ-хьона, прежде чем вы уйдете, послушайте это. То, что вы только что посмотрели, это еще не все. История Ким Тэ-хьона не заканчивается здесь, это лишь поверхность. В следующем контенте мы раскроем факты, о которых редко говорят, данные, которые заставят многих замолчать, и сторону Ким Тэ-хьона, которая, возможно, заставит вас пересмотреть влияние айдола в реальном мире. Будут спорные темы, эмоциональные моменты и одна дискуссия, которая, скорее всего, взорвет комментарии. Поэтому, если вы не хотите пропустить следующую большую историю, поставьте лайк, напишите свое мнение в комментариях, подпишитесь на канал BTS Army и включите уведомления. Поверьте, следующий контент будет намного более шокирующим, чем вы можете себе представить. До встречи в следующем видео. Оставайтесь с поклонниками Ким Тэ-хьона.